Поезд замедляет движение с ускорением 0,5 метров за секунду в квадрате. Начальная скорость 60 км в час. Построить график в зависимости от скорости от времени. Так нам известно ускорение А равно 0,5 метра за секунду в квадрате. Начальная скорость v нулевое равно 60 км в час. Построить график зависимости. Для того, чтобы построить график зависимости, нужно иметь какие-то точки. Но первую точку, я так понимаю, что мы имеем 60 км в час на графике. График зависимости скорости от времени. У нас есть вот это v от t и есть t. Первая точка, когда t равно нулю, когда мы начали исчисление, то у нас получается 60 км в час. Чтобы получить вторую точку, поскольку мы знаем о том, что скорость в конце она равна нулю, при t равно нулю, можем вычислить, сколько нужно времени для того, чтобы поезд замедлился вот с таким ускорением. Мы знаем о том, что а ускорение равно vt минус v нулевой делить на t. Но поскольку у нас vt, конечная скорость, равна нулю, мы можем знать, сколько времени нужно для того, чтобы произошел процесс торможения. t равно vt у нас равно нулю минус v нулевое делить на а. А поскольку у нас а тоже является отрицательным, то есть оно тормозится, фактически этот минус с этим минусом а, который у нас есть, он просто даст плюс. t равно v нулевое делить на а. Давайте теперь подставим эти значения, которые у нас есть в условиях. Еще раз говорю, этот минус в этой формуле, он убирается минусом этого ускорения, которое происходит торможение. А в данном случае у нас отрицательный. Итак, подставляем эти значения. Получаем v нулевое. 60 км в час. Делится на 0,5 метра за секунду в квадрате. То есть опять нам нужно приводить, можно их, конечно, отдельно посчитать, вывести, сколько там будет метров за секунду. Но давайте в этой формуле все будем определять никуда, чтобы наши данные не уходили. 60 множится на 1000 метров и делится на 3600 секунд. Здесь остается 0,5 метра за секунду в квадрате. Теперь давайте посмотрим, что куда переходит. 60 остается, 1000 метров сверху остается. Так и оставим. 60 умножить на 1000 метров. 3600 выходит знаменатель. Чего? Секунд. Множится на 0,5. А здесь у нас метры, а секунды в квадрате уйдут наверх. Вот оно получается как. И теперь что получается? Метры мы можем сократить здесь. И этот квадратик с этими секундами можем сократить здесь. Получились, просто остались одни секунды. Все равно 60 на 1000 и на секунды, что делится на 3600, множится на 0,5. Одни секунды остались. То есть то, что время измеряется в секундах. То, что мы ожидали. Вот это перенесем здесь. Запятую сюда, уменьшив на десятку 3600. То есть 60 умножить на 1000 секунд делится на 360, что умножится на 5. Чтобы можно было удобнее считать. Итак, 0 здесь сократим, 0 здесь сократим. Пятерку можем сократить и 60. Здесь будет 12, тут будет единичка. И 12, и 36. Здесь будет единица, здесь будет тройка. Получили 100 секунд, что делится на 3. Получаем 33 и 1/3 секунды. Мы можем сказать о том, что время для того, чтобы поезд остановился, должно быть равно 33 и 1/3 секунды. То есть у нас на временной оси мы можем отложить 33 и 1/3 секунды. И у нас есть две точки. Первая точка и вторая. Мы можем провести этот график. Почему он так прошел? Потому что мы видим, что v от t равно v нулевое минус at. А у нас отрицательный. Похоже на эту функцию, которая y равно ax плюс b, где у нас a отрицательный. График тогда пройдет четвертой и во второй четверти. Или поднят на значение b, где b в данном случае выполняет роль v нулевой. Выглядит это таким образом. Можно написать vt равно минус at плюс v нулевой. Вот график функции такой получился. Зависимость vt от времени. А у нас постоянная величина везде 0,5. Реально этот график должен быть прямой линией. Но с другой стороны а у нас отрицательный, поэтому он, если бы был положительный, график бы был так, что сколько а отрицательный у нас идет вот в этой четверти, во второй, третьей он будет поднят на 60 км в час поверх. Здесь значение 0.